Всем привет, друзья! Данный выпуск будет познавательным, интересен и ознакомительным. Сегодня я, редактор канала МЧС Заброшенная, хочу рассказать вам о том, как Новый год связан с нечистью, как раньше отмечали его наши предки, и почему елка является символом Нового года сейчас, и что она из себя представляла раньше. Всем приятного просмотра! Новогодние традиции на Руси начались еще в языческие времена, до прихода христианства. Тогда праздники, если их так можно назвать, отмечались с 25 декабря по 6 января. Тогда в центре поселения зажигали огромный костер и поддерживали его все 12 дней. В наше время этот костер сменила елка. Скорее всего, что даже с тех времен и пришло название «Раз, два, три, елочка гори». Наши предки в буквальном смысле жгли еловые ветки для поддержания этого огромного костра. Этот костер являлся священным и зажигался он в честь какого-то божества. Видимо, наши предки верили, что он отгоняет нечистую силу. Ведь за окном шли длинные ночи, а ночь являлась временем злых духов. Также еловыми ветками украшали дома. Древние славяне верили, что это дерево священное. Макушка являлась духовным началом, а низ являлся материальным миром. Потом, уже чуть позже, наши предки начали просто сажать ель возле своих домов. Также в то время размещали обереги, чтобы защитить хозяйство и дом от злых духов. Оберег должен был висеть обязательно либо в бане, либо в прихожей, так как эти места являлись воротами в потусторонний мир, откуда идет вся эта нечистая сила. По крайней мере, так верили наши предки. А хозяйство утром и перед ночью обходили вокруг по 3 раза, держа в руках всякие обереги. Для рекети это был веник, либо помело, либо какая-нибудь сушеная трава. К сохранению хозяйства наши предки подходили с особой осторожностью. Особенно к содержанию скота и защите скота от злых духов. Они обходили свою животину по 3 раза, когда они обедали возле своих кормушек, а после чего между ними перебрасывали топор, крест-накрест. И тут мне чего-то это показалось забавным, ведь если они топор перебрасывали друг к другу, то, не поймав топор, на ужин на столе мог оказаться ты, а не животина, которая так мило кушает у своей кормушки. Иди домой. А также для злого духа по имени Карачун, чтобы его умилостивить, на окно ставили ему, скажем так, либо кисель, либо кутья, либо блины. Также его еще в то время называли Трескун или Студенец. В наше время его зовут Дедом Мороз. Но в то время наши предки не только защищали свое хозяйство от темных и злых сил, но еще умели развлекаться. И развлечения у них были эти с изюминкой. Развлекались они тогда в основном гаданием и нечто похожим на нынешнюю коляду, которая скоро тоже окажется, в принципе, только историей. Но коляда была не совсем привычная для наших времен. В основном занимались и только молодежь, и занимались они, скажем так, жестковато. Они переодевались в стариков и старух, также могли переодеться, там, надеть на себя шкуру какого-нибудь животного или антропоморфного существа, принять облик. Они вламывались в дома пожилых людей, пугали их, разносили все к чертовой матери в этом доме и веселые, спокойно уходили оттуда. С течением времени, конечно же, от них начали откупаться всякими подачками, и в принципе со временем молодежи этого стало хватать, и они оставляли в покое и хозяйство, и бедных пожилых людей, которых так пытались напугать. Гадания происходили тогда о судьбе человека. Гадали по движению скота на перекрестках, около заборов и так далее, что являлось символом перехода в потусторонний мир, скажем так, порталом. Гадали по всяким разным веществам, предметам и так далее. Еще в те времена якобы начали гадать на суженого
буквально в 2000-х годах я еще слышал, что кто-то где-то догадает. На ютубе даже есть пару роликов небольших. Но это было все настолько давно, что информация вряд ли могла дойти до нас достоверной, так что верить этим данным особо нельзя. Но все же все вот эти вот факты, что мне удалось найти в интернете, более-менее, в принципе, чем-то похожи на современный Новый год. К тому же этот рассказ про языческий Новый год еще до прихода христианства. Он потом очень много раз менялся. Менялись обычаи, традиции. Всем спасибо. На этом, в принципе, все. С вами был канал МЧ. Если вам интересно, пишите в комментах. Возможно, к какому-нибудь следующему христианскому празднику мы подготовим для вас очередной выпуск.